Приветствую вас, друзья, на канале Индекс Рейт. Анализ рынка на сегодня, 11 марта 2024 года. Сегодня мы с вами традиционно посмотрим на криптовалютный рынок, посмотрим на индексные показатели рынка, посмотрим на макроэкономические статистические данные глобального фондового рынка, также посмотрим на внутрисетевую активность сети биткоина, ну и посмотрим на технический анализ главной криптовалюты. Поэтому будет интересно, не переключайтесь и давайте начнем. Индекс страха и жадности находится в зоне жадности и показывает нам отметку 82. За последние сутки было ликвидировано трейдеров на общую сумму 332 миллиона долларов США, и потери несут преимущественно лонговые позиции. В соотношении коротких и длинных позиций в настоящее время доминируют лонговые позиции, доминация составляет 51,34%. Открытый интерес по опционам достиг отметки в 53,81% опционов Call. Индекс альтсезона находится в нейтральных значениях и показывает отметку 55. И давайте традиционно посмотрим на доминацию биткоина. В настоящий момент доминация биткоина находится в боковом движении. Обратите внимание, идет накопление сейчас от верхней границы примерно в 55,5% до нижней границы на уровне 50% с небольшим. Также обращаю ваше внимание, что сейчас удерживаемся на 50-й экспоненциальной средней скользящей. Это оранжевая кривая на графике. От нее оттолкнулись, рисуем первую свечку по алгоритму секвентал и тянемся как раз таки к сопротивлению верхней границы в зоне 55. Также обращаю ваше внимание, что у нас очень хорошие показатели по стохастическому RSI. Отметка 32,62%. Это означает, что в целом мы еще можем порасти на индикаторе. Код B у нас подрисован кроссовер. Я думаю, что попытаться тронуть верхнюю границу у нас есть для этого все основания. Также обращаю ваше внимание, что по коду B мы находимся в зеленом денежном потоке. Бирюзовый засвет индикатора Money Flow, волна на индикаторе. И я думаю, также у нас еще есть потенциал движения по трендовому индикатору Trend Score. Это ломаная кривая кода B. Мы сейчас находимся в нейтральных значениях. Я думаю, что к верхней границе потолкаться в зону 83,3 у нас потенциал все еще есть. Если доминация будет прирастать, пока что говорить об альт-сезоне будет достаточно рано. Из важных событий на этой неделе у нас во вторник будут выходить данные по инфляции. В целом рынок ожидает инфляцию без изменений на отметке 3,1% в годовом исчислении. А что касается месячного исчисления на февраль, то индекс потребительских цен у нас прогнозируется с небольшим ростом 0,4%. Также из важных данных у нас выйдет информация по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Данные поступят в четверг, 14 марта в 15 часов 30 минут по московскому времени. В настоящее время прогнозируется небольшое увеличение, но для тех, кто не знает, обычно этот показатель немного корректирует в нисходящую динамику рынок. Если эти данные растут, рынок немного снижается. Если эти данные падают, рынок немного может прирастать. Что касается следующей недели, то я думаю, в первую очередь стоит обратить внимание на 20 марта 2024 года. В это время у нас будет заседание Федеральной резервной системы, где будет решаться вопрос об увеличении или снижении, либо оставлении без изменения процентной ставки. Если оценивать прогнозы аналитиков на ближайшее заседание Федеральной резервной системы, то стоит обратить внимание на 6-7 марта, когда глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, выступая в Конгрессе с полугодовым докладом о денежно-кредитной политике, первый день выступления в Комитете представителей обозначил свою позицию примерно за 2 недели до предстоящего заседания Федеральной резервной системы. И если говорить выдержками, то важные замечания, которые, впрочем, звучали на пресс-конференции еще в январе: Федеральная резервная система не будет ждать, когда инфляция замедлится до 2%, спокойно относится к колебаниям месячных данных. Данные за январь показали усиление инфляции и не требует их более низких значений. Чтобы начать снижение ставки, нужно просто больше времени, чтобы убедиться в устойчивости снижения инфляции. Рынки в целом оценивали эту историю следующим образом. Котировки фьючерсов на CME закладывали оценку снижения на мартовском заседании на уровне 5%, на майском заседании на уровне 20% и на июньском заседании уже на уровне 70%. По сути, выступление Джерома Пауэлла не противоречит оценкам аналитиков. Все, конечно же, в первую очередь будет зависеть от тех показателей инфляции, которые мы получим на момент заседания Федеральной резервной системы. Но в моих ожиданиях на ближайшем заседании Федеральной резервной системы снижение ставки маловероятно и, скорее всего, значения останутся без изменений.
Индекс доллара США, для тех, кто не знает, обычно обратно коррелирует как с фондовым рынком, так и с криптовалютным рынком. Мы с вами смотрим его в каждом нашем обзоре. Обратите внимание, сейчас на фоне растущего биткоина, растущего криптовалютного рынка, индекс, конечно же, снижается. Если посмотреть на дневной график, то мы видим с вами, что трендовые индикаторы начинают параболик SAR, параболическая серая кривая на индикаторе код A, также на индикаторе Trend Score, кода B, ломаная кривая, все они двигаются в шортовую зону, также фиолетовая лента моментума двигается в шортовую зону, и в целом у нас серый засвет по волнам моментума, это означает, что мы также по денежному потоку находимся в зоне шортов. Ближайшей поддержкой у нас локального расширяющегося FIBA выступает отметка 102 451, и я думаю, что на ней мы будем сейчас консолидироваться. Если же движение продолжится, я имею в виду по трендовым индикаторам, то, скорее всего, мы будем трогать следующую отметку, и вполне себе вероятно, что увидим зону данного индексного показателя в районе 100. По крайней мере, на дневном таймфрейме сейчас также у нас индикатор Хала, HMA тренд, показывает красную кривую, красный засвет. Все экспоненциальные среднескользящие, зеленая, фиолетовая, оранжевая, синяя и красная, это 13, 25, 50, 100 и 200 ИМА находится у нас в сопротивлении. У нас пятая свечка по алгоритму секвентал. В целом мы можем двигаться до 9 свечи и далее по инерции, вот как здесь, например. Поэтому потенциал снижения в зону 100 у нас все еще сохраняется. Если удержимся выше этого локального минимума, то скорее всего индекс развернется и попытается прорваться через золотой карман глобального дневного Фибоначчи 0,618. И также следом у нас необходимо будет пробиться через сопротивление динамичных экспоненциальных средних скользящих. Если это произойдет, то мы с вами увидим хорошую коррекцию как на криптовалютном рынке, так и на фондовом. Ну, если говорить о фондовом рынке, то индекс S&P 500 у нас сейчас двигается по расширяющейся Фибоначчи к верхней границе в зону 5219 пунктов. И если это произойдет, а вероятность этого очень большая, то мы увидим также и хорошее движение по биткоину, а его потенциальный уровни, пиковые значения, я имею в виду all-time high, мы с вами еще посмотрим. Если говорить об алгоритмах индикатора код, то обратите внимание, мы сейчас находимся в максимальных значениях по трендскору, ломаная кривая кода B на отметке 83,3, вот здесь можно посмотреть. Также обращаю ваше внимание, что мы в зеленом засвете по стохастическому RSI не достигли максимальных значений от 20 до 80, сейчас находимся на зоне 75-63, четвертая свеча у нас была незначительная, и третья тоже, она практически была, можно сказать, шортовая, но при этом алгоритм секвентал все равно рисует лонги. Все цифры у нас лонговые. Шестое сейчас значение на свече Heiken Nash, она чуть-чуть уставшая, но потенциал дотянуться до 5219 у нас все еще сохраняется. Все экспоненциальные среднескользящие находятся в поддержке в динамичной. Также обращаю ваше внимание, что еще не завершил формироваться по логарифме индикатор и алгоритм Parabolic SAR кода A. Если мы продолжим это движение, то 5200 достигнуть у нас вполне себе вероятный сценарий. В поддержке у нас находится FIBA на отметке 4980, можно сказать, это зона 5000 пунктов. Ну и если мы с вами посмотрим сейчас на биржу деривативов, обратите внимание, сейчас у нас идет коррекционное движение, индикатор Хала HMA тренд у нас подсвечивается красным цветом, только начали рисовать параболическую кривую на алгоритме Parabolic SAR, идем в поддержку 50 экспоненциальной средней скользящей на дневном таймфрейме, это оранжевая кривая. Третья свечка по секвенталу алгоритма кода A. Стоит обратить внимание, что потенциал снизится чуть ниже на локальное FIBA на отметке 209 по расширению у нас в целом сохраняется. Также есть потенциал движения вниз и тренд скора трендового индикатора начался залом по кривой. Сверху вниз двигаемся по стохастическому RSI, но он находится в очень хороших значениях, отметка 23.19. Также у нас есть намек на снижение активности в денежном потоке, идет загиб по волне. Также глубоко внизу находится оранжевая кривая алгоритма Difference. В целом у нас идет движение по импульсному индикатору моментума фиолетовая лента сверху вниз. Это означает, что в целом чуть-чуть скорректироваться немного глубже у нас потенциал тоже есть. Если прорвем 50-ю, то я думаю, что коснемся синего мувинга. Это 100-я экспоненциальная средняя скользящая.
Обратите внимание на этот чарт. Это логарифмическая кривая радужная биткоина. Она показывает разные зоны. Если мы говорим о нижней границе, то это большие огненные, можно сказать, распродажи. Зеленая немножко с бирюзовым оттенком. Это зона покупок, дальше уже полноценная зеленая, это зона аккумуляции, дальше все еще у нас настроение на покупку, желтая кривая у нас это ходл, удержание актива, ну а оранжевая это уже пузыри, более глубокая оранжевая это уже фома, ну и дальше у нас идут продажи до достижения максимального пузыря. Обратите внимание, что все предшествующие периоды главная криптовалюта выходила за верхнюю границу этой логарифмической кривой. Лишь однажды мы уперлись в саму границу, это было на all-time high 2017 года и не дошли до красных значений в предшествующие максимальные достижения цены. Это было у нас весной и также осенью 2021 года. Мы потрогали только оранжевую зону, зону FOMO. И обратите внимание, где мы находимся сейчас. Если приблизить график, то мы с вами увидим, что мы пытаемся выйти за границу зоны аккумуляции. Причем верхнее значение этой границы находится на отметке 78-79 почти тысяч долларов США за один биткоин. Но уже следующая граница переваливает за отметку в 100 тысяч. Также хотел обратить внимание на то, что у нас происходит на индикаторе золотого сечения. Все предшествующие all-time high мы выходили за верхнюю границу двухкратной кривой, построенной по Фибоначчи этого внутрисетевого чарта. Стоит обратить внимание, что мы единственный раз, когда не достигли максимальных значений, это после первичного хая весной 2021 года, когда мы достигли отметки в 63-64 тысячи долларов за один биткоин, после чего скорректировались и переписали хай на отметке 69 тысяч долларов. Это у нас было уже осенью 2021 года. Мы дошли только до зоны аккумуляции, зоны золотого сечения 1.6. Это зеленая кривая на индикаторе. Обратите внимание, сейчас после ухода в глубокую шортовую зону за нижнюю границу 350-дневной простой экспоненциальной средней скользящей цены биткоина, которая сейчас, кстати, показывает нам отметку 34 тысячи долларов, мы всегда возвращались как минимум в зону аккумуляции. Я много раз это говорил в своих обзорах. Так и произошло. Мы вернулись в эту зону, достигли отметки 45 тысяч долларов и сейчас трогаем верхнюю границу. Лишь однажды у нас от этой верхней границы был отскок. Это как раз таки было в июле 2019 года. Мы достигали максимальных значений здесь, после чего уходили вниз и достигали нижней границы 350-дневной цены биткоина. Все остальные разы мы всегда пробивались через красную кривую. Обращаю ваше внимание, что сейчас по данным этого индикатора мы, конечно, очень хорошо перегреты. У нас есть потенциал уйти за верхнюю границу кривой и перевалить отметку, которая сейчас нам показана 68 тысяч долларов. Немножко запаздывающий индикатор. Он показывает значение 9 марта. Сейчас уже 71 800 практически мы достигли цены. Я думаю, что у нас есть потенциал двинуться чуть-чуть повыше. После чего, как всегда это было ранее, коррекция у нас не заставит себя долго ждать. Ну и давайте, исходя из этого, посмотрим, что у нас находится по внутрисетевой активности из последнего отчета Glassnode. По сути, одним из интересных наблюдений аналитиков Glassnode является чарт, который вы видите сейчас. Это соотношение MVRV долгосрочного держателя. Здесь аналитики хотят определить, как себя ведут эти инвесторы на текущий момент времени. Используя эту метрику, можно определить, насколько в прибыли или убытке, или в безубытке находится сейчас долгосрочный держатель. И если мы посмотрим сейчас на этот чарт, то мы видим, что в настоящее время данный график показывает нам значение 3,28%. По сути, если этот график показывает менее единицы, это означает, что в среднем долгосрочные инвесторы находятся в убытке. Переход от медвежьего к бычьему рынку находится на отметке между 1,5 и единицей, что означает, что прибыльность долгосрочного держателя находится между безубытком и 50% прибыли. Равновесное значение находится на отметке между 3,5 и 1,5 этого показателя. Это означает, что долгосрочные держатели имеют среднюю нереализованную прибыль от 50 до 250%. Ну и эйфория долгосрочного держателя достигается на отметке выше 3,5%. Это означает, что в среднем долгосрочные инвесторы получают прибыль более 250%. Исходя из текущей стоимости, долгосрочные держатели приближаются к своему состоянию эйфории с повышенным стимулом тратить и получать прибыль. Исторически сложилось так, что эта когорта наращивает свои расходы по мере достижения новых рыночных all-time high. При этом распределение ускоряется до тех пор, пока инвесторы не смогут сформировать макровершину цикла. Еще один чарт, на который я хотел бы обратить внимание, это график, который вы видите
сейчас, это оценка режимов распределения для долгосрочных держателей. По сути, здесь есть два ключевых показателя. Это скорость распределения и время, которое продолжается это распределение. На графике показано ежемесячное изменение предложения долгосрочных держателей. Приближаясь к двум последним крупным расширениям рынка в середине 2019 и начале 2021 года, можно видеть, что скорость распределения долгосрочного держателя достигала пиков в 319 тысяч биткоинов в месяц и 836 тысяч биткоинов в месяц соответственно. Скорость распределения этого цикла до сих пор достигала пика лишь в 257 тысяч биткоинов в месяц, что может предположительно нам указывать, что распределение долгосрочного держателя все еще впереди. Ну и оценивая долгосрочного держателя на всех бычьих рынках, я думаю, в первую очередь стоит обратить внимание также на этот график, который вы видите сейчас. Он говорит о том, что по мере увеличения распределения долгосрочного держателя увеличивается и величина реализованной прибыли. Чтобы отследить эту динамику, можно измерить долю объема переводов долгосрочных держателей в прибыли и убытках по отношению к их общему балансу. На данный момент этот показатель показывает, что долгосрочные держатели получают прибыль по своим ставкам равным 0,14% от их совокупного предложения в день. Эта метрика приближается к уровням, которые совпадают с ранней фазой эйфории в предыдущих перерывах между all-time high рынка. Ну и в завершение последний чарт при оценке долгосрочного держателя стоит также определить периоды режимов и классификации расходов этих держателей. С конца января 2024 года рынок вступил в фазу, когда данный индикатор отметил снижение предложения долгосрочных держателей, по крайней мере в течение 8 из последних 15 дней. Если изучить вершины предшествующих циклов 17 и 21 годов, аналогичная структура сохранялась в течение от 123 до 225 дней. Поскольку текущая фаза находится в этом состоянии в течение 42 дней, это можно предположить, что приток спроса может компенсировать расходы долгосрочных держателей на несколько месяцев вперед. Ну и по сути, исходя из этого, можно и руководствоваться, как долгосрочные держатели будут себя вести в ближайшем периоде. Ну и переходя к графику биткоина, мы с вами видим, что цена у нас уже достаточно хорошо перегрета. Обратите внимание, 9-я свечка на дневном таймфрейме по алгоритму секвентал индикатора индекс рейт код A. Мы продолжаем двигаться по инерции уже 6-й свечой. Достигли all-time high. Сейчас у нас максимальное достижение цены по данным биржи Bitstamp 71 837 долларов за один биткоин. И мы можем видеть, что в расширяющейся формации Fibonacci мы можем достигнуть отметки золотого сечения 1,618. И если это произойдет, то цена будет на уровне 77,5 тысяч долларов США. Это как раз таки сходится с теми данными зоны аккумуляции, ее верхней границы по логарифмической радужной кривой чарта, который мы с вами только недавно посмотрели. Как раз таки зона 78 тысяч долларов у нас является сейчас пороговая. Я думаю, что до этой отметки потянуть нас вполне себе вероятный сценарий. Если мы посмотрим на код B, то мы видим с вами, что у нас в зеленом засвете стохастический RSI, да, перешли границу 80, отметка 87. В максимальных почти значениях находится и трендовый индикатор TrendScore 83. Можно посмотреть все значения в строке статуса вот здесь. И внизу находится у нас также оранжевая кривая индикатора Difference. Это означает, что потенциал прорвать нулевую отметку снизу вверх у нас все еще сохраняется. Наверху волны моментума однозначно перегрелись. У нас есть выход за границу 60 по алгоритму. Здесь подрисован у нас сигнал ромбом. Это означает, что мы уже очень хорошо находимся наверху. Можем по инерции еще двинуться. Я думаю, что у нас вполне вероятный себе сценарий, что потянут в зону 77,5-78. И здесь от зоны аккумуляции у нас потенциально может быть коррекционное движение. Только за сегодня биржа Bitstamp отрисовала 4% движения цены. Все экспоненциальные и средние скользящие, обращаю ваше внимание, находятся в динамичной поддержке. Ближайшая 13 в зоне 64 700. Далее 25, это фиолетовая кривая, у нас находится на отметке 60 200. Чуть ниже у нас 50 консолидируется между двумя уровнями глобального и локального Fibonacci в зоне 53. Ниже у нас уже находится 100 в зоне 48 600 и ниже 200 уже глобальная поддержка в зоне 42 тысяч долларов США. Обращаю ваше внимание, что если мы достигнем хая, как это вполне себе предполагается на отметке 77-78, может быть в зоне 80, то стоит посмотреть также на то, что происходило у нас
в предшествующих движениях цены после или перед халвингом биткоина. Для тех, кто не знает, халвинг биткоина — это сокращение вдвое награды за добычу блока для майнеров. Это означает, что биткоинов будет гораздо меньше поступать на рынок, майнерам это будет обходиться намного дороже, и фактически после халвинга у нас возникает дефицит, спрос возрастает и цена обычно растет. Сейчас у нас исторически так произошло, что у нас до достижения халвинга в связи с одобрением биткоин ETF, также для тех, кто не знает, ETF — это фонды, которые позволяют институциональным игрокам предлагать своим клиентам услуги по инвестированию в биткоин на классическом фондовом рынке. По сути, это и подтолкнуло сейчас цену вверх. И после халвинга мы с вами, вероятно, можем увидеть либо боковое движение цены, либо хорошее снижение. Если посмотреть на график халвинга, то мы с вами можем увидеть, что, например, в 2016 году, также перед тем, как произошел халвинг, у нас был достаточно серьезный рост. Давайте приблизим график, чтобы отчетливо посмотреть. Обратите внимание, рост у нас составлял на тот момент примерно 80% движения цены. Кстати, обращаю ваше внимание, что мы выросли также сейчас вверх, после чего на момент халвинга мы уходили в боковое движение и после этого падали на 40% от достижения максимального значения. Достаточно существенное падение. Но далее, конечно же, период накопления и начался уже глобальный рост с переписыванием all-time high, который у нас был в 2017 году. Если посмотреть последний халвинг 2020 года, то мы с вами достигали в движении с нижних отметок до all-time high перед халвингом примерно в процентном соотношении 156% движения цены. После этого на момент халвинга мы уходили в боковое движение и перед самым халвингом незначительно падали. С максимальных значений мы потеряли тогда порядка 20% стоимости цены, ушли в боковичок, и после этого начался глобальный рост и переписывание all-time high. Сначала мы переписали на значении 64 с небольшим тысячи долларов, это было апрельское максимальное значение в 2021 году. После этого было коррекционное снижение и повторно переписали хай уже в зоне 69 тысяч долларов, это ноябрь 2021 года. Сейчас ситуация может повториться, по крайней мере, так же, как в 2016 году, если потенциально мы достигнем зоны 77,5-78 тысяч долларов, золотого сечения по расширяющемуся локальному дневному Фибоначчи. Кстати, стоит обратить внимание, что есть еще и расширение месячное, это у нас чуть-чуть повыше в зоне 80, поэтому потенциал движения от 77,5 до 80 у нас также сохраняется. Если мы достигнем этой отметки, то можно предположить, что в случае коррекционного движения на 30-40%, то мы с вами можем увидеть отметку в зоне примерно 45 тысяч долларов за один биткоин. Если включить индикатор индекс рейт код A и посмотреть на кривые, то мы с вами потенциально можем двинуться, достигнув отметки в 77,5 тысяч долларов, на коррекцию в зону синий экспоненциальный средний скользящий, уровень Фибоначчи 45-47 тысяч долларов США за один биткоин. Такой вариант развития событий, такой сценарий у нас сохраняется. Если же цену дадут еще выше, в зону 80, то при развитии событий, как в 2016 году и коррекционном движении порядка 40%, то мы с вами можем увидеть поддержку локального золотого сечения на отметке 49 тысяч долларов США за один биткоин, примерно зона 49.50. Такое развитие событий тоже у нас достаточно вероятно. Сейчас стратегия индикатора код A показывает нам движение лонговое, все еще продолжающееся. Мы пытаемся переписать хаи. Была позиция в лонг, не завершили это движение. Если посмотреть внимательно, у нас продолжается красная свеча Heiken-Nash. И скорее всего по инерции мы можем с вами все еще направиться в зону 77. Также ближайшими сопротивлениями и поддержкой у нас могут выступать пунктирные трендовые паутины. Лучи сейчас прорвались через границу 70. Следующим у нас сопротивлением выступает примерно отметка 74 локально, если смотреть 76,5. Далее 79,81 в зоне 80 у нас находится также сопротивление по пунктирной трендовой паутины.
Если смотреть локально в краткосрочной динамике на 6-часовой таймфрейм, мы с вами видим первую свечу по алгоритму секвентал индикатора код A. На коде B у нас активный бычий money flow. Также обращаю ваше внимание, что difference, оранжевая кривая алгоритма индикатора индекс рейт код B двигается снизу вверх. У нас есть кроссовер, пересечение волн моментума. Мы двигаемся сейчас в лонгах. В поддержке находятся у нас все экспоненциальные и среднескользящие. Ближайшая 13 у нас находится в зоне 68 600. Дальше 25 67 400. Далее 50 64 с половиной. И у нас дальше 100 на отметке 59 800 и 200 в зоне 54 300. Также стоит обратить внимание, что у нас параболическая кривая алгоритма Parabolic SAR все еще рисует лонговое движение. В целом выглядим в среднесрочной динамике также по бычьи. Как я уже сказал, потенциал движения в зону золотого сечения 1.618 по расширяющемуся дневному Фибоначчи у нас все еще сохраняется. Там находится отметка 77 500. Если же данный сценарий не будет развиваться, то ближайшей поддержкой у нас выступит уровень 62 600. На этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Обязательно поддержите канал лайками, если вам понравилось, дизлайками. Если не понравилось, обязательно пишите комментарии. Это очень помогает развиваться каналу. Также рекомендую подписаться на телеграм-канал и телеграм-чат. Все ссылки есть в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Также ссылки с бонусами, повышенными аирдропом от наших партнерских бирж вы тоже можете найти в описании к этому видео. Ну а с вами был Гоша, канал IndexRate. Всем спасибо и до новых встреч.